Я вас приветствую, дорогие мои друзья и гости моего канала. Спешу вас познакомить с еще одним персонажем, который сшит по одной выкройке, по выкройке Котофея. Мы сшили Королефея, и время пришло сшить вместе с вами Мишка-фея. Ну, кому интересен такой вариант игрушки, добро пожаловать, присоединяйтесь. Итак, что же нам понадобится для создания этой красоты? Я буду использовать для тела микрофлис коричневого цвета. Для мордочки нам нужен маленький кусочек также микрофлиса или любой бежевой ткани. Желательно это какой-нибудь трикотажный. Нам понадобится обязательно хлопковая ткань в цвет мишки для крылышек и для сердечка. Также нам понадобится вот такой красивый ключик, пуговички на ручке и волшебный носик. И 2 полубусинки для глаз. Волшебный носик я покупаю в отделе фурнитуры, там и глазки, и носики, поэтому если есть возможность, покупайте такой носик. Если нет, тогда мы просто можем его вышить черными нитками мулине. Конечно, кусочек маленький ниточки мулине нам понадобится. Огромное желание сшить вот эту красоту, прекрасное настроение. Так что приступим. Итак, друзья, не буду показывать процесс создания тела, так как я буду ссылаться на видео Котофея. Там полностью я рассказываю, как мы сшиваем тело. Вы возьмете только шаблон под этим видео и сделаете все то же самое, только с этим шаблоном. Ушки мы утягиваем, обязательно пришиваем хвостик. И у нас осталось только оформить мордочку. А также я сшила крылья. Сшила сердечко. У меня, видите, какая интересная ткань. Она очень хорошо сочетается с коричневым цветом. И, конечно же, 2 лапки заготовила. Ссылку на мастер-класс Котофея я оставлю внизу под этим видео. Поэтому переходите по ней и смотрите, как сшить тело, крылышки, сердечко и лапки. Итак, друзья, будем оформлять мордочку мишки. Для того, чтобы мордочка у нас была красивая и аккуратная, нам необходимо вырезать из картона вот такой овал. Этот картон нам необходимо обтянуть в бежевую ткань. Для этого я вырезаю бежевую ткань на полсантиметра больше, чем картон, и буду сметывать по контуру и стягивать. Давайте посмотрим, как у нас получилось. Ниточку мы не отрываем и не отрезаем. И сейчас будем пришивать к мишке. Берем мишку, прикладываем мордочку и потайными стежками пришиваем по контуру. Мордочка пришита. Теперь нам необходимо сделать сам ротик и сделать маленькие утяжки глаз. Итак, при помощи коричневой нитки мулине нам необходимо вышить ротик. И делаем утяжку глаз. Практически готова мордочка. Нам необходимо сейчас пришить ручки, приклеить крылышки, и самым последним мы приклеим глазки и носик.
Вот и готов наш мишка. Посмотрите, я приклеила на крылья на термоклей, пришила сердечко, пришила ключик, приклеила красивый бантик и приклеила глазки и носик на клей для страз. Я о нем всегда говорю, и внизу под видео я вам выложу описание этого клея. После высыхания клей станет прозрачным и абсолютно невидимым. Будет у нас очень аккуратные глазки и носик. Ну вот и подошел к концу наш мастер-класс. Вот такие замечательные мишка-феи у нас получились. Возможно, еще у меня появятся какие-то персонажи по этой выкройке. Не буду обещать, но мысли есть на эту тему. Так что ждите новых видео. Всех благодарю за просмотр. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Вы поставите лайки, напишите отзывы, мне будет очень приятно. И кто не подписан, подписывайтесь на канал. И до новых встреч в новом видео. Всем пока!